По статье о получении взятки в особо крупном размере задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Многие сразу бросились писать о размере взятки в 1 миллион рублей, что замминистра вроде как не по рангу, как военник в Москве купить. Но на практике же никто о миллионе не говорил, просто такова диспозиция статьи. От миллиона рублей стартует особо крупный размер. Тимур Иванов де-факто второй гражданский чиновник Минобороны России после первого замминистра Цаликова. Он носит высший классный чин в Российской Федерации – действительный государственный советник Российской Федерации первого класса. Чин этот соответствует войсковому генералу армии. Глава СК Бастрыкин, генпрокурор Краснов, министр внутренних дел генерал полиции Колокольцев – в формальном табеле о рангах они находятся вровень с тем, кого вчера столь внезапно задержали. Тимур Иванов – самый высокопоставленный чиновник из задержанных в России с 2016 года, с дела Алексея Улюкаева, который по рангу был такой же. А вообще-то человек с полной генеральской звездой у нас не оказывался под судом аж со времен путча ГКЧП с ареста маршала Язова. Тимур Иванов – один из самых близких чиновников к министру Шойгу. Он перешел за ним из правительства Московской области. Он награжден медалью за возвращение Крыма, прославился ударными темпами строительства на свежеаннексированной территории, в частности, именно он отвечал за строительство президентского кадетского корпуса, фундамент которого заложили к 70-летию освобождения Крыма от нацистов. Надо понимать, Министерство обороны – это не просто какое-то федеральное ведомство. Это ведомство, которое теперь оперирует самым крупным куском федерального бюджета. Это ведомство под командованием Сергея Шойгу, главы огромного клана, в который помимо Минобороны входит МЧС и чрезвычайно ресурсная Московская область. Министерство обороны, как и прочие силовые ведомства, никогда не было одним из, оно всегда было государством в государстве. С началом войны исключительность этого ведомства вышла на совсем иной уровень, а бюджеты выросли в разы. Точно так же Сергей Шойгу никогда не был одним из министров. Он смог пережить первый год войны, венцом которого стал мятеж Пригожина, намеревавшегося министра Шойгу повесить. Шойгу смог пережить полный провал наступления на Киев, все ситуации, когда коррупция и очковтирательство стали очевидны. Что бумажные батальоны, что мясные штурмы, ни один из этих фактов не стал концом его карьеры. Сам Тимур Иванов тоже совершенно не сбоку припеку, отнюдь не безымянный миньон Шойгу. Во главе оборонстроя он занимался проектами не только в Крыму. Самый известный из них – тот самый храм Минобороны, циклопическая постройка, прославленная скандалами с фреской Сталина и костюмом Гитлера. Просто представьте себе уровень, на котором находился этот человек. Самое большое воровство в любой стране происходит в армии, потому что это закрытая структура, а также на стройке, где ничего толком не учтешь. А Иванов занимался стройкой в армии. Если бы Женевская конвенция рассматривала забрасывание деньгами как форму пытки, Иванов бы уже имел право на убежище. Задержание Тимура Иванова – это не задержание какого-то очередного чиновника. Это обезглавливание целого конгломерата подрядчиков, поставщиков, посредников, огромной коррупционной машины, лично на него завязанной. Было бы самонадеянно считать, что где-то не просто смотрят наши ролики, но четко по ним действуют. Но ведь мы говорили, что процесс передела собственности, власти и активов, стартовавший с конца прошлого года, не просто не остановится, но выйдет на принципиально иной уровень. От изъятия макаронных фабрик у региональных олигархов до передела по-настоящему больших денег и серьезных федеральных игроков. И сложно представить себе деньги большие, чем проходят через замминистра обороны, отвечающего за строительство. Тот, кто его сейчас свалил, победил в какой-то невидимой, но фантастической по масштабу аппаратной войне. Не нужно было быть большим экспертом, чтобы понять, что нечто подобное начнется, но что начнется так скоро и сразу с жертв подобного уровня, этого даже мы, граждане к режиму предельно недоброжелательные, не ожидали. Все-таки раскулачивать верхушку Минобороны в разгар войны, когда вроде бы надо монолит и единство симулировать, это не что-то тривиальное. Персональная судьба замминистра нас не очень волнует, тем более мы плюс-минус знаем, как все будет происходить. Не он первый через такие дела проходит. Десятки следователей по особо важным делам будут годами плодить сотни томов уголовного дела, пока бывший всесильный чиновник сидит в СИЗО, скорее всего в Лефортово, отдает все и сдает всех. Если что тут и показательно, так это то, что Иванову шьют взятку. Не хищение, с которыми у него явно было все в порядке, а именно взятку.
То есть тут мы видим ту же схему, что была в случае с министром Улюкаевым, губернатором Белых. Возможно, нам даже через некоторое время покажут целый телеспектакль, где проворовавшийся чиновник сидит белее мертвого, а люди в масках светят на переписанные купюры ультрафиолетом. Будет много охотников поделать большие политические выводы. Дескать, вот башня Шойгу ослаблена в пользу какой-то другой башни. Но из того, что мы видим на сегодняшний день и на текущий вот момент, никакой политической логики тут нет. В нашем славном серпентарии единомышленников, где все заодно, все друг за друга, но чуть что перегрызут друг другу глотки, просто стало чуточку напряженнее. Теперь те миллиарды долларов, которые шли через Иванова, пойдут через кого-то другого. Теперь другая группа интересов перехватит эти бесконечные потоки. Политический смысл тут есть только в одном, причем он не для нас с вами, а для тех, кто решил, что беспредел – это механика безо всяких побочных эффектов. Ничего подобного, дорогие друзья. Когда вы проиграете в невидимой аппаратной войне и уедете из своего роскошного дворца на вонючую шконку, это лишь вопрос времени. Это вопрос когда, а не если. Вы строили и успешно построили систему, где ни у кого нет никаких прав, есть только привилегии. Вы на этом успешно обогащались и чувствовали себя властелинами мира. Разница в том, что права, если есть, то есть у всех и безусловные, а привилегии выдаются адресно и также адресно будут изъяты. Если кому-то кажется, что озверение воюющей системы опасно для политических активистов, оппозиции, журналистов, для всяких на вашем языке бузатеров, а вас как-то защищают знакомства, договоренности и обещания, то у меня для вас плохие новости. Вы такая же волчья сыть. Вот только мы можем уехать и переждать плохие времена в безопасности, а вы либо эту систему поменяете, либо дождетесь, пока она поменяет вам адрес на тот, куда письма будут доходить только через почту ФСИН. Посмотрите завтра на замминистра обороны в клетке суда московского и подумайте об этом. До завтра.